Выращивание рассады томатов. Томат – культура светолюбивая и теплолюбивая, требовательная к условиям произрастания. Чем ярче, интенсивнее свет, тем быстрее формируется урожай. Затяжная пасмурная погода удлиняет период созревания плодов на 10-15 дней, ухудшает их вкус. Оптимальная температура для роста и развития растений 22-24 градуса Цельсия днем, 16-18 градусов Цельсия ночью. При температуре ниже 10 градусов Цельсия приостанавливается рост растений, пыльца не созревает, завязи опадают. В нашем климате урожай томата можно получить только если высаживать рассаду в весенние теплицы или открытый грунт в возрасте 40-65 суток. Если теплица отапливается, то высокорослые поздние сорта томатов высевают на рассаду в середине февраля, а скороспелые низкорослые, часть из которых будет высажена в открытый грунт, в первой декаде марта. Примерно за месяц до посева отбирают самые наполненные семена, замачивают их в розовом растворе марганцово-кислого калия на 20 минут, промывают, заворачивают в слегка влажную полотняную салфетку, затем в полиэтиленовый пакет и кладут на верхнюю полку дверцы холодильника. За 2-3 дня до посева семена прямо в салфетке опускают в воду, слегка отжимают и помещают в теплое место. Важно следить, чтобы салфетка не высохла. Без хорошего почвенного субстрата невозможно получить полноценную рассаду. Если грунт высокого качества, то подкормок понадобится минимальное количество. Растения будут крепкими, с короткими междуузлиями и разветвленной корневой системой. Индивидуальные контейнеры размером 9 на 9 на 9 см или общий посевной ящик заранее заполняют почвенным субстратом. На одно ведро листовой земли, полулитровая банка древесной золы, 3-литровый пакет торфа и пол-ведра садовой почвы. Накануне посева почву слегка уплотняют и обильно поливают. Томаты высевают по сортам. Емкости ставят в поддоны и накрывают пленкой. Семена присыпают рыхлой почвой. Затем поддон с контейнерами помещают в большой полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место. Едва появятся всходы, емкости переносят на хорошо освещенный прохладный подоконник и приоткрывают пакет. Очень удобно использовать этикетки. На них можно указать сорт, дату посева и время появления всходов. При посеве в ящике делают бороздки глубиной 8-10 мм на расстоянии 4-5 см друг от друга. В них высевают семена с отступом 8-10 мм одно от другого. Засыпают увлажненной почвенной смесью слоем 10-15 мм. Накрывают пленкой или стеклом. Более мелкая заделка приводит к выносу оболочки семени на концах сложенных семидольных листочков, что травмирует растения. Жесткую оболочку необходимо несколько раз в день смачивать теплой водой из пипетки, а затем аккуратно снять или дождаться, когда растение само ее сбросит. Оптимальная температура для роста рассады в первые 2 недели 20-22 градуса Цельсия без резких колебаний в ночное время, затем 18-20 градусов Цельсия. В пасмурную погоду над рассадой включают дополнительное освещение. В теплые дни помещения обязательно проветривают, но без сквозняков. Излишки влаги из поддона удаляют, почву мульчируют. С появлением второго настоящего листа проводят пикировку сеянцев из ящиков в индивидуальные контейнеры, заглубляют до семидольных листочков. Через 25-30 дней после этого подросшую рассаду пересаживают в большие контейнеры 12 на 12 на 15 см. Получить хорошую рассаду можно лишь в том случае, когда сеянцам обеспечена достаточно большая площадь питания. Листья соседних растений не должны соприкасаться. Примерно через 10 дней после пересадки проводят первую подкормку вытяжкой из древесной золы. Через 2-3 дня настоем луковой шелухи. Литровую банку набивают шелухой, заливают кипятком и настаивают 3-4 часа. Затем процеживают и разбавляют водой в пропорции 1 к 5. Этот настой содержит много микроэлементов, но до конца его секрет не раскрыт. Зато эффект потрясающий.
Томаты буквально на глазах становятся крепышами с толстыми стволиками и темными крупными листьями. Очень скоро выдвигается первая цветочная кисть. Это служит сигналом к высадке рассады в теплицу или открытый грунт под легкое укрытие. Высадка рассады в теплицу. Высадку в теплице, каркасы и пленочные тоннели на солнечном обогреве в нечерноземье проводят с середины мая, на юге на месяц раньше. Для ускорения разогрева грунта на снег рассыпают золу, торфяную крошку, толченый уголь. Почву в теплице рыхлят, заправляют перегноем по ведру на 1 метр квадратный древесной золой. Верхний отработанный слой заменен уже осенью, после уборки урожая. Подготовленную почву поливают раствором биопрепарата, чтобы активизировать работу почвенных бактерий. Размечают места высадки рассады и сеют уплотнительные культуры. Листовой салат, шпинат. Томат хорошо реагирует на соседство с базиликом, луком-пореем, черешковым сельдереем, петрушкой и бархатцами. Пленочное укрытие необогреваемых теплиц спасает растения от температур не ниже минус 20 градусов Цельсия. При более низкой температуре требуется дополнительное укрытие. С учетом этого рассаду высаживают, когда минует угроза весенних заморозков и почва прогреется до 14-16 градусов Цельсия. Томат размещают с междурядьями 70 см или ленточным способом. Расстояние между лентами 90 см, между рядами в ленте 50 см. Между растениями в ряду оставляют 35-40 см. Сверху над рядами натягивают шпалерную проволоку. Высадку растений лучше проводить в пасмурный день, а в солнечную погоду вечером. Лунку делают таких размеров, чтобы в нее свободно поместился весь корневой ком и 3-5 см стебля. Перед высадкой рассаду и посадочные лунки обильно поливают теплой водой. В каждую лунку кладут 3-4 горсти рыхлого перегноя. Рассаду заглубляют до первых листьев, обжимают почву и поливают из лейки через ситечко. Надо следить за тем, чтобы корни не загибались вдоль стебля вверх. Затем всю голую почву в теплице мульчируют сначала слоем перегноя, затем скошенной травой, где обязательно присутствуют листья одуванчика и крапивы. Через неделю растения подвязывают к шпалерам под первым-вторым листом так, чтобы в процессе роста и утолщения стебля шпагат не врезался в него. Уход за помидорами в теплице. Рассаду, высаженную в грунт, первый раз поливают сразу после посадки, второй спустя 5-6 дней. В дальнейшем полив проводят каждые 7-10 дней из расчета сначала 1,5 литра, а потом 1,6-2 литра под растение. Неопытные огородники поливают растения чаще, но малыми дозами. Делать это не рекомендуется, так как важно, чтобы корневая система развивалась как можно глубже, а при частых поливах она формируется в поверхностном слое почвы. Влажность почвы необходимо поддерживать постоянную, так как неравномерное обеспечение влагой приводит к растрескиванию плодов. Индетерминатные сорта томата обычно формируют в один стебель, при редкой посадке в 2. Детерминантный в 2-3 стебля. Второй и третий стебель получают из пасынков, растущих в пазухах листьев под первым соцветием. Наиболее сильные побеги у томатов развиваются всегда в пазухах листьев, расположенных непосредственно под соцветием. Полиэтиленовая пленка хорошо пропускает ультрафиолетовые и тепловые лучи, которые способствуют быстрому росту растений. Влагопроницаемость такого укрытия низкая, под ним создается высокая влажность, поэтому в теплице надо организовать хорошую вентиляцию. Наиболее серьезная трудность при выращивании посленовых культур – майские заморозки. Овощеводы знают, что томаты легче переносят сильный кратковременный заморозок, чем слабый, но длительный.
Частым дождеванием можно предотвратить гибель томата, даже когда кустик покрывается ледяной коркой. Как только выглянет солнце, лед тает, растения обретают обычный вид. Полив проводят холодной водой до восхода солнца. Эффективность дождевания основана на том, что при утренних заморозках растения страдают не столько от замерзания, сколько от последующего ожога, который происходит от быстрой смены температуры с восходом солнца. Полив способствует постепенному оттаиванию растения. Дальнейший уход за томатами в теплице заключается в регулировании температуры поливах, еженедельном добавлении мульчи из скошенной травы, подкормках, удаление пасынков. Пасынкуют томат, когда пасынки будут не более 3-5 см. В конце июля прищипывают точки роста и регулярно собирают зрелые плоды. В загущенных посадках верхушку стебля при выращивании в один стебель прищипывают на 3-4 кистью, чтобы получить самый ранний урожай. У индетерминантных сортов прищипку делают над 8-10 кистью. В любом случае над цветочной кистью оставляют 1-2 листа, что способствует хорошему созреванию плодов. Опыление будет проходить интенсивнее, если в теплице устраивать сквозняк или встряхивать растения, ударяя по проволоке опоре. Улучшает завязывание плодов опрыскивание цветков и бутонов в начале цветения разрешенными регуляторами роста. Опытные овощеводы советуют кормить растения в неотапливаемых теплицах питательным раствором, подогретым до 25 градусов Цельсия. Это способствует увеличению выхода раннего урожая на 10-12%, сбора с первых 3 плодовых кистей растений до 200 грамм. Обеспечить хороший урожай позволяет проведение 8-10 подкормок. Первую осуществляют после того, как приживается рассада. На 10 литров воды берут 15 грамм аммиачной селитры, 50 грамм суперфосфата, 10 грамм хлористого калия. В дальнейшем, до начала плодоношения, дозы уменьшают. В 10 литров воды растворяют 10 грамм аммиачной селитры, 25 грамм суперфосфата и 15 грамм хлористого калия. В период плодоношения количество азота удваивают. Если почвенный грунт старый, подкорма потребуется меньше, если новый – больше. Томаты особенно нуждаются в фосфоре. Если рассада испытывала недостаток этого элемента в раннем возрасте, то листья сначала с нижней, а затем с верхней стороны приобретают фиолетовый оттенок. Фосфор делает кустики сильными, устойчивыми к заболеваниям и перепадам температуры. Высаживая рассаду в лунку, обязательно насыпьте в нее 15-20 грамм суперфосфата. Растениям томата крайне необходимы калийные удобрения. Когда этого элемента достаточно, плоды получаются сахарные, красиво окрашенные, лёжские. Азотом при выращивании томата не надо увлекаться. Его избыток приводит к чрезмерному развитию вегетативной массы растения, многочисленных пасынков, затягиванию созревания плодов. Фосфорно-калийные удобрения помогают устранить данную проблему. На умеренном азотном фоне они способствуют более дружному созреванию плодов. Сторонники органического земледелия проводят подкормки 1 раз в 2 недели настоем коровика, вытяжкой из древесной золы и зеленым удобрением. Последнее готовят преимущественно из крапивы, лебеды и бобовых растений. Бочку на 2/3 заполняют травой, добавляют 500 грамм луковой шелухи, готовый настой процеживают и используют не только для поливов под корень, но и для опрыскивания по листу. Для профилактики грибных заболеваний применяют настой крапивы, 500 грамм травы на 10 литров воды. Им опрыскивают растения томата 3-4 раза в июне и июле. Выращивание томатов в открытом грунте. В открытый грунт высаживают только низкорослые, скороспелые сорта томатов. Для них можно отвести грядку, примыкающую к южной стороне теплицы. С осени ее заправляют перегноем, доломитовой мукой и древесной золой.
Рано весной с 3 открытых сторон гряды можно высадить по рядку бобов, которые будут в первое время защищать томаты от ветра и ярких лучей солнца. Готовят посадочные ямы, заправляют их перегноем и древесной золой, расстилают полиэтиленовую пленку. На следующий день обильно поливают рассаду томата и высаживают ее в подготовленные лунки, заглубляя до первых листьев. Почву обязательно мульчируют перегноем, рубленными листьями крапивы и одуванчика. Если в начале июня стоит холодная погода, над томатами устанавливают дуги и натягивают нетканный материал. При потеплении его снимают. Толстый слой мульчи из перегноя и скошенной травы в зоне корней делает почву рыхлой и влажной, но в засуху проводят поливы теплой водой. Один раз в 2 недели подкармливают томаты настоем коровика, зеленым или минеральным удобрением. До наступления холодных августских ночей с уличных томатов можно успеть снять плоды. В августе томаты поливают только по утрам, не чаще 1 раза в 10 дней. В прохладную сырую погоду поливы вообще не нужны. Лучше лишний раз разрыхлить почву и засыпать ее перепревшими опилками или недозревшим компостом. Если дни стоят прохладные, то сверху замульчивированную грядку дополнительно укрывают черным нетканным материалом или пленкой. Это позволит почве лучше прогреваться, ведь мульча – отличный теплоизолятор. Кроме того, споры патогенных грибов, хранящиеся в почве, не смогут выбраться наружу. Если томаты выращивают каждый год на постоянном месте, то после сбора урожая мульчу надо снять и отправить ее под кусты смородины. Верхний слой почвы, примерно 10-15 см, можно перенести в компостную яму или цветник. Затем на 1 метр в квадрате почвы насыпают 1 ведро перегноя, литровую банку древесной золы, пол-литровую банку доломитовой и костной муки. Все хорошо перемешивают и разрыхляют. На зиму грядку обязательно мульчируют толстым слоем перегноя. Уборка и хранение урожая. Собирать плоды надо в сухую погоду, срывая их с плодоножкой и укладывая рядами в ящики, выстеленные бумагой. Спелые красные плоды томатов при температуре 1-2 градуса Цельсия могут храниться около месяца. Розовые и бурые при температуре 4-5 градусов Цельсия до 2 месяцев. Оптимальная температура для хранения зеленых плодов 12-21 градус Цельсия. Для твердых розовых и красных 8-10 градусов Цельсия при влажности воздуха 85-90%. Лучше всего хранятся позднеспелые сорта и гибриды. В процессе дозаривания плодов томата при температуре 20-25 градусов Цельсия и относительной влажности 80-90% розовые плоды покраснеют через 2-3 дня, побелевшие через 4-6 дней, зеленые через 7-10 дней. Давно замечено, что если в темном помещении положить красные и бурые плоды вместе с зелеными, то зеленые приобретут красную окраску. Перед заморозками можно не снимать отдельные плоды, а выдернуть растение с корнем и подвесить для дозаривания вверх ногами.